Я вас приветствую, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Давайте посмотрим, при каких событиях сейчас находится король крестовый, что у него в жизни происходит, с кем он находится, возможно, его деловые контакты, возможно, его любовные встречи и так далее. Загадайте своего мужчину крестового короля, найдем его и посмотрим, что у него сейчас происходит в жизни. Крестовый король — это обычно ваш возлюбленный, часто неверный возлюбленный. Вот. Червовая дама, если выпадет, это будете вы. Бубновая дама — это ваша соперница. Опять же, если выйдет. Так, вот вышел у нас крестовый король. Что у него сейчас? Смотрите, как, да? Ну, как всегда, да, встречи он с вами желает, надеется о приятной встрече, близости, неожиданном проявлении внимания у него сейчас идет, надеется на вашу встречу. Вот, возможно, у кого-то встреча недавно состоялась. Вот, и также идет здесь какой-то, ну, не то что... Здесь бы я сказала, что у вас были в прошлом какие-то неприятные разговоры, конфликты, возможно, произошли эти конфликты. Это все идет при вашем свидании. Дисбаланс, сплетни, также какие-то были козни, слезы, больная привязанность идет, печаль, ожидание, визиты к врачам даже, либо взаимные обиды. Чем-то вы его сердечко, скажем так, ну, в общем, он вспоминает ваши. И что я могу сказать по этим картам? Да, он вас на самом деле действительно любил и любит до сих пор, но между вами. Хочет он прийти к вам, припасть вот на колени, да, вот, скажем так, обнять вас, держа за руку, чтобы вы простили его, вот, приняли его. В общем-то, он сейчас, я бы сказала, находится в раскаянии, да, в таких вот растерянных чувствах, желает с вами близости, желает с вами встречи, хочет быть с вами, да. Вот такие карты у него выпадают. Вот такие карты у нас сегодня у крестового короля. Что это на него нашло сегодня? Мечтает о вас. Мечтает. Так, посмотрим, что у него сейчас происходит в жизни. Давайте так сделаем. Для него, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Для него, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Чем сердце успокоится, выложим несколько карт сегодня. Так, для него, для дома, для сердца, что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, если понадобится, то еще карты вытянем. Давайте посмотрим, что он у него для него сейчас. Так, какой-то благородный король у него выпадает, да? Мужчина такой при погонах. Иногда военный человек, иногда врач. Сейчас у него идет, возможно, он находится... Сейчас он не управляет событиями. Вот, его обычно вот на него, может быть, даже оказано какое-то магическое, деструктивное воздействие. То есть магическое воздействие деструктивного характера. Он сейчас не управляет событиями, да, здесь вы видите карта Джокера и король
Он надеется прийти к королю благородному пиковому, король пиковый, да? Возможно, это его начальник. Вот. Ну, обычно это пожилой мужчина. Вот такие дела. И здесь вы видите, да, сейчас существуют какие-то, какое-то у него кратковременное ухудшение финансового, материального положения. И он надеется сейчас, ну, в общем-то, находится при серьезных таких обстоятельствах. Что же у него случилось? Вот, если знаете, отпишитесь. Что у него такое приключилось, что он намерен обратиться к какому-то, в общем-то, мужчине, который обладает властью. Возможно, он думает, что он может ему помочь. Вот, находится сейчас ваш крестовый король при серьезных, даже, возможно, судебных у кого-то разбирательствах. На него нападает, он сейчас в полной растерянности. Вот, и надеется, опять же, по вот этой карте сейчас он вообще не знает, как ему быть дальше, как развернутся эти события. Возможно, на него, да, ну, бывает такое, что вот многих женщин он обидел, да, это тоже может так вот сказаться. На него какие-то женщины навели, скажем так, магию, может быть и такое, да. И сейчас эта магия, в общем-то, оказывает на него неблагоприятное воздействие. Сейчас он находится вот в таких очень плохих, я бы сказала, и надеется на помощь этого благородного короля. Ладно, это что у него сейчас для дома, что у него для дома. Опять же, да, дом здесь идет. Так, вот она у нас неспокойная любовь. Неспокойная любовь. Дама Треф. Дама Треф это его, в общем-то, мать, его мать, я бы так сказала. Она смотрит на взаимоотношения. Так, здесь идет, смотрите, как интересно, да? Здесь идет, либо даже здесь идет какая-то, не обязательно его мать, либо какая-то коллега, приятельница по работе. Обычно это самостоятельная, общественная такая женщина, активная по жизни. Вот, приятельница, целеустремленная, возможно, она наставница даже где-то его на работе. И здесь вы видите, к ней он вот так вот, смотрите, как бы заглядывается на нее, надеется на нее, несмотря на то, что она может быть даже в браке. Вот так бы я сказала. Чей это крестовый король пришел? Вот интересно, абсолютно новая история сегодня идет. Он, возможно, старается, в общем-то, завладеть ее сердцем, приглядывается к ней и думает, может ли она принести ему, в общем-то, хороший денежный поток. Ну, естественно, он желает обладать богатством, большим богатством он желает обладать. Возможно, эта женщина имеет власть какую-то, может быть, это его начальница даже, либо, ну, в общем-то, как-то он с ней взаимосвязан, да? Вот так вот. Либо, еще я здесь вот такой вот момент скажу, либо его мать, он надеется, что как-то, может быть, возможно, ему уже надоело с бубновой дамой, да? Возможно, он находится в какой-то ссоре, либо при неприятных событиях вот с этой бубновой дамой. Сейчас он к ней старается как бы припаститься, да, как бы вернуться к ней в дом, чтобы жить и проживать вместе с ней, потому что сейчас либо при проживании вместе с ней
В общем-то, у него денежный поток налаживается. Вот таким образом можно еще прочитать. Либо еще один вариант здесь идет. Вот это вот трефовая мадам. Она, значит, смотрит на думает вот таким образом. Смотрите, как интересно. Его мать вспоминает ему, что вспоминает его отношения с червовой дамой, которые приносили ему благосостояние, и говорит: почему бы тебе не вернуться к этой женщине? Иди и, как говорится, наладь с ней отношения, да? С ней у тебя было все хорошо, хороший денежный поток. Вот таким образом. Ну, по крайней мере, его мать вот так видела его отношения с червовой дамой. Вот так вот, да? Так, это что у него для дома? Что же для сердца? Что же для сердца? Вот такие вот опять же карты для сердца у него выпадает. Ну, здесь для сердца, здесь чей дом идет, да, знаете, да, дом ваш, дом червовой дамы, той женщины, которая смотрит этот расклад, смотрящий этот канал. Да, он очень сильно хочет обладать вашим сердцем. Он вспоминает вашу любовь с вами, либо он думает, что с вами, да, если у вас еще не было никаких отношений, он, конечно же, надеется на то, что в доме червовой даме будет все хорошо. Он тянется к этому вашему сердцу, да, желает обладать вашим сердцем, но пока здесь идет, в общем-то, ну, здесь видите, да, туз пиковый, вверх острием, как говорится, идет удар от вашего дома. Возможно, у вас были какие-то рабочие встречи, либо деловые встречи, также собеседования, возможно, да, какие-то предложения, возможно, были. Также принятие на работу. Может быть, вот это принятие на работу отложило неблагоприятный отпечаток относительно вашего дома. То есть ваш дом от него почему-то отвернут. Возможно, он ушел, значит, в какие-то, значит, касательно работы он, ну, видите, да, здесь кланялся, пытался, чтобы его приняли на работу, просил. Да, он получил вот это вот событие, вы видите, ему подписали документ, приняли его на работу. Это было при этом какое-то собеседование. Также он мог получить неожиданное предложение. И при этом здесь видите, да, его любовь, чувство почему-то в связи с этими событиями пришел конец. Он получил, возможно, как-то, ну, каким-то образом, вот именно вот эта вот работа, значит, отдалила его от вашего дома. И он получил сильнейший удар, полностью разрыв отношений. Также здесь, возможно, проиграется магия, то есть относительно этих моментов. Бывает такое, да, значит, при переходе на новую работу он, возможно, связался с другой женщиной, и здесь идет сильный удар, вмешательство. Вот такие карты. Это у него для сердца. Давайте посмотрим, что же было. Что же было? Так, ну опять же, затруднительный выбор, неприятные известия идут, да, известия об измене идут, злые сплетни у него были за его глазами, да, скажем так.
Вот, ссоры, опять же, препятствия в делах, прекращение сотрудничества, возможно, где-то он уволился с какой-то работы и перешел на новую работу. При этом у него были большие планы, надежды в первое время, да. Он начал обучаться, какие-то появились расширения возможностей, рост, развитие. Он окунулся в самообразование, творчество, получение новых знаний. И здесь идет у него в прошлом карьера, в общем-то, неплохо пошла, успехи по карьерной лестнице. Также его, возможно, признавали на этой работе. Он был в центре внимания. Вот это карты то, что было. То, что было, посмотрели. Теперь что же будет? Что же будет у него? Что его ожидает в ближайшее время? Так, интересно, интересно, да? Что же у него будет? Смотрите, с двух сторон у него идут хлопоты, 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 как хлопоты касаемые какого-то обучения, а также эти хлопоты, в общем-то, да, здесь это будет. Идет у него, в общем-то, в будущем веселье, хорошее настроение, видите, да? Возможно, он, значит, здесь находится в каком-то празднике, при каком-то празднике. Здесь много дам, много мужчин, это какое-то большое торжество, может быть, даже свадьба. Он идет здесь с какой-то женщиной. Смотрите, здесь восьмерка червовая. Вообще это ваша, по идее, да, карта. Вот, в будущем он надеется на разговор, надеется на ваше приятное общество. Вот он мечтает и хлопочет, я бы сказала, об этом. Значит, мечтает о хорошем общении, чтобы при каком-то празднике, при каком-то красивом объекте, может быть, даже в каком-то, в таком вот, значит, красивом ресторан, я не знаю, что это, какой-то праздник. Вот, мечтает он. Даже, может быть, сейчас он смотрит в вашу сторону и хотел бы хлопотать. Хотел бы хлопотать в вашу сторону. Вот так вот он вот хотел бы. Но это будет, смотрите, он хлопочет в эту сторону. При этом здесь это все не увенчается для него успехом. Здесь идет пустота, пустые хлопоты, проблемы. И, конечно же, он достаточно цинично относится к этим вот, скажем так, по отношению к вам все-таки. Азартный человек, что я могу сказать? Чем сердце его успокоится? Чем же сердце его успокоится? Да, здесь, как говорится, опять же, такая ситуация идет. Ситуация достаточно хлопотная, да, он хочет, значит, сердце его успокоится все-таки. Ну, здесь вот червовая карта, червовая, да, такая вот. Либо это вы, либо какая-то другая молодая особа, да, какая-то женщина. Он стремится к ней по любой дорожке, по поздней, по ночной, по вечерней. Чем его сердце успокоится в его отношениях. Сейчас он находится, если он находится в отношениях с какой-то женщиной, то здесь идет вмешательство третьего лица в отношения. Скорее всего, это его мать. Вот, проблемы, испытания. Тяжелый период у него будет. Вот. Слезы, страх идет, разочарование. Вот эта вот женщина, которая находится, старшая родственница, она недостаточно наблюдает за их отношениями с
бубновой дамой. И, в общем-то, эта дама не всегда идет в плюс. То, что она, значит, говорит этому своему сыночку, крестовому королю, об этой даме, вмешивается потихонечку в их отношения. После этого всего он стремится, да, после этого тяжелого периода у него будет очень такая стремительная, не скажу, что легкая дорожка, тяжелая дорога здесь будет. Вечерняя ночная дорога, либо ожидание тревожное, да. Возможно, он также отправится либо в другой город, либо на длительную поездку уедет вынужденно. Да, также для кого-то проиграется за граница. Эта дорога, в общем-то, для него не совсем приятная. Он не хотел бы этой дороги, но чем сердце его успокоится, исполнением желаний, приятные эмоции, влюбленность идет, даже любовь. Смотрите, да, здесь идет интимная близость, страсть, подарки, помолвка, флирт. Вот такие карты. У него сейчас при его хлопотах, он очень хлопочет в вашу сторону. Не знаю на самом деле, да, как это будет ли или не будет. И я бы еще хотела, давайте вот посмотрим, что прогонит его печаль, что его утешит и что дело покроет. Спросим у карт про крестового короля, что прогонит его печаль. Так. Печаль его прогонит получение дополнительных знаний, то есть опять же обучение в заведении, обдумывание планов на будущее, стабильность. Что его утешит? Вот эта карта скажет нам. Опять же деловые переговоры, дружеские встречи, стабильная работа, хороший ум, трудолюбие. Видимо, король трудолюбивый. И что дело покроет? Ну вот видите, опять эта карта выпадает. Значит, неприятная встреча, дело покроет, конфликт, ругань, зависть. Неожиданный обман. Кого он обманывает? Вот чья мазь сейчас первая выпадет, того он и обманывает. Если это червовая мазь, то вас, ну смотрите, он вас обманывает, девочки, да? Неприятная встреча, конфликт. Будет у вас встреча, разговоры будут. Но здесь идет какая-то неприятная. Опять же, вы получите какое-то неприятное. Значит, такое вот, скажем так. Неприятно вам будет после этого свидания. Опять же, скорее всего, ложь, предательство, манипуляции с его стороны идут. Вас это расстроит. Ну, как говорится, говорят же, что человека нетрудно переделать, поэтому он таким же и останется. Говорят же, как в той песне, каким ты был, таким ты и остался. Вот, и вас это расстроит. Его это расстроит, он будет, конечно же, он хочет измениться, хочет прийти к вам навстречу, показать, что он изменился. Вот, ему это будет даваться не очень легко. Возможно, у вас были какие-то такие неприятные события. Вот. Да, у него, знаете, идет, на него все-таки наложили какую-то магию, да. Вот, из-за этого все его, значит, неудачи, провалы идут. Ну и он сам, в общем-то, здесь
приложил руку. Очень плохие события здесь идут у него. Это все связано, вот все вот эти неприятные события, которые у него происходят в жизни, у него это все относительно какой-то, я бы сказала, даже порчи, либо нанесенной магии. Возможно, он какой-то женщине когда-то нанес сильный удар по ее любовным отношениям. Возможно, он когда-то любил какую-то женщину. Это не вы, это какая-то другая женщина. Это даже не бубновая дама, это другая женщина. У него с ним были взаимоотношения. И она, даже если она... Ну, магия, это, знаете, понятие такое вот... Не обязательно там надо ходить, там какой-то вот, да, это вообще нежелательно, да, ходить каким-то, в общем-то, вот этим вот магам, скажем так, тем женщинам, которые это делают. Даже просто, если он нанес когда-то свое, скажем так, нанес удар своей изменой, да, вот этой женщине, и до сих пор его преследуют неудачи. Эта женщина обладает сильной энергетикой, до сих пор обладала и обладает. Он ее, видимо, бросил, видимо, оставил, либо у них был какой-то разрыв в отношениях. И так, что тут карты у нас выпадают? Что за карты? Да, вот эти вот все затруднения у него и пошли после этого, неудачи, провалы. Вроде бы он, скажем так, вот хорохорится, да, казалось бы, хочет все изменить, может быть, даже пытается, старается, но у него ничего не получается. Сильная у него идет сильные неприятности, неудачи. Здесь даже, возможно, ссоры, вот эти все какие-то. Ну, в общем, очень неприятная ситуация. Я бы даже сказала, у него плохие мысли идут. Плохие мысли. Вот. Ничего у него не складывается ни с одной женщиной, ни с другой женщиной, ни с третьей женщиной. И вот здесь вот такие вот идут проблемы у него сейчас в личной жизни. Какая-то женщина, я бы вам хотела сказать, нанесла, которая на него до сих пор злится. Вот эта женщина, он ей нанес очень большой ущерб в жизни. Видимо, он ее очень серьезно обидел. И исходя из этого, все его сейчас неприятности. Ну, вот такие вот события сейчас при крестовом короле. При крестовом короле сейчас он находится в таких неблагоприятных событиях. Я не знаю, сколько будет продолжаться у него такие события. Какое время, да, вот этот вот. Ну, он не может построить ни с одной женщиной никакие отношения, да, вы видите. Либо даже и с вами, может быть, он не получилось у него, либо и с другой женщиной тоже у него не получается, какие-то конфликты, в общем-то, все тяжело. Ну, видимо, это либо должно пройти какое-то время, чтобы та женщина либо отстала от него, может быть, будет уже какие-то, скажем так, у нее, если должна она отпустить вот это все. Либо ему уже нужно молиться очень серьезно, да, чтобы у него эти проблемы все ушли. Вот, либо снимать вот эту вот порчу, вот, либо еще как-то, как я не знаю. Вот такие вот здесь выпадают карты. Так, и сейчас мы еще сделаем отдельный расклад уже в другом видео именно для вас. Червовые дамы, что у вас ждет в ближайшее время. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Также хотела бы сказать, чтобы вы
написали, какие вопросы относительно крестового короля, может быть, еще какие-то, на какие-то вопросы хотите, чтобы я погадала. Задавайте конкретные вопросы, и здесь мы прямо в общем раскладе посмотрим ответы на ваши вопросы на игральных картах. До новых встреч!